Рыбу нужно удивлять. Если вы помните мой ролик про вьюна, то знаете, что он стал настоящей находкой для любителей самоделок. Но вьюн был удачной интуицией. А сегодня я покажу вам Snake Line. Это не просто блесна, это целая система. Вы когда-нибудь видели трубку, которая способна плюхать как поппер и работать как тяжелый джиг на 10-метровых ямах? Сегодня мы разберем эту смертоносную змею до последнего винтика. Заглянем ей под шкуру, узнаем, чем она дышит. Я дам вам базу прямо сейчас, но секретные углы, которые заставляют ее прямо взрываться в воде, приберегу на финал. Погнали! Сразу к делу. Записывайте основу. Длина 80, диаметр трубки 10, толщина стенки 1. Вес вариантов стали 8,4 грамма. Многие спрашивают, почему же трубка? Да, она пустая внутри, да, мы теряем вес, но она не падает, как кусок свинца. Она не топор, она продолжает жить на паузе, даже когда вы ничего не делаете. Как думаете, что важнее, блеск металла или то, как приманка в конвульсиях осыпается, двигается на падение? Это важно для понимания всей, подчеркну, системы. 3 металла, 3 характера. Silver Snake. Материал алюминий. Вес данной блесны 2,9 грамма. Это топ-вотер. На резких рывках, на попперной проводке она мечется, хлюпает, булькает как поппер, разворачивается боком и собирает своей плоскостью поверхность, рвет ее, мнет. Для чего это, расскажу позже. Она просто идеальна для жабовников, идеальна для мелководья. Она создана для ловли щуки, той самой бестии, которую я, кстати, терпеть не могу. Steel Snake. Это героиня как раз вот на нашем видео. Как я уже сказал, это нержавейка, 8,4 грамма. Базовый солдат, универсальный, условно универсальный. Понятная игра, контроль в толще воды, вариации ловли самые разнообразные. Ну и, конечно, Rust Snake, такая рыжая бестия. Делается из меди, вес порядка 9,5 грамма, и это уже тяжелая артиллерия. Секретный режим. Берем 2 ассиста и ставим их в голову, и змея превращается в джиг. Она идет ко дну кормой вниз, планирует, иной раз пытается посыпаться и снова планирует. И когда она падает на дно, бьется об дно, наши ассисты продолжают движение, как с поднятыми руками. Они медленно опускаются, и в этот момент удар. Магия изгиба и твичинг. Да, вы не ослышались, твичинг. В ролике про вьюн я четко указывал радиус изгиба, который был равен длине блесны. В Snake Line абсолютной формулы нет. Ее нет для вас, когда вы будете делать эту блесну. Вы творец. Для щуки при ловле вдоль камыша делайте изгиб сильнее. На медленной проводке она будет вот так изгибаться и извиваться. Здесь я не советую ставить некие ассисты. Здесь ставьте свои любимые тройники. Но я бы поставил одинарник. В толще воды эта трубка превращается в вобер минимум. На резких рывках она умудряется повернуться на 180 градусов, развернуться. Ни одно классическое калибло на это не способно. Ни одно. Но не забывайте, чем быстрее течение, тем меньше изгиб. Да, трубка не уходит в штопор. Никогда. Благодаря своей геометрии. Но на быстром течении, хотим мы того или нет, сильные изгибы будут сильно увеличивать нашу движуху. Тут включайте голову. Если рыбе колебания с такой дикой амплитудой нравятся, делайте изгиб сильнее. Не нравится, не перегибайте палку. А теперь главный инсайт. Крючок, парни, это режим. Запомните формулу. Тело – это характер блесны, а крючок – это режим, который мы можем менять в зависимости от ситуации, в зависимости от проводки, от глубины и, главное, от предпочтений нашей потенциальной добычи. Ставим тройник, получаем планер нападения. То есть она идет в сторону. Змея планирует. Ставим ассист, создаем дополнительное сопротивление. Ставим ассист с опушкой, увеличиваем парусность и мешаем корме погружаться быстрее. И заставляем нашу трубку осыпаться уже по оси. То есть она не планирует, а начинает сыпаться. Тут мы с помощью наших крючков, будь то просто одинарников, будь то просто тройников, но я же советую ассисты, можем менять режим.
Тело, характер, крючок, режим. Из одной и той же блесны, меняя крючки, мы можем получить не одну блесну, а 3-5 в одной коробке. Честный разбор? Давайте. Раз снейк медный улетит далеко. Ну, конечно, не так далеко, как Кастмастер. Она полая и бесполезно обманывать физику. Тут мы бессильны. Нужно просто принять. Блесна не дальнобойная. И этот фактор стоит учитывать. Если вы любите просто тупо крутить катушку, без пауз, то трубки, парни, не для вас. Впрочем, как и все остальное калибло. Они созданы для тех, кто умеет ждать, не спешит, кто готов дать приманке возможность жить и соблазнять нашу добычу. А теперь те самые градусы. Самое важное – параметры срезов. Вы можете как угодно изгиляться с радиусами изгибов. Это воля ваша. Вы создатель, ваш проект, все в ваших руках. Но срезы именно в этой приманке и определяют эту приманку под названием змея. Snake Line. Входящий угол в голове 16. 16 и не больше, не меньше. Исходящий угол на корме 20. Тут можно допустить 19, можно 20, можно 21, но постарайтесь сделать именно 20. Именно это соотношение в сочетании с тонкой стенкой дает метающий эффект на твичинге. Если любите очень жесткий, агрессивный твичинг, жесткий джиг, резкий, активный, только медь, без вариантов. Она играет более вызывающе, более дерзко. Вьюну это и не снилось. Он мягкий, нежный, вяленький. Со змеей все наоборот. Все работает совсем иначе. Но это не значит, что она лучше, либо хуже. Просто она дерзкая. Просто она такая, какая есть. Вьюн был первым шагом. Интуитивным, первым, удачным. А Snake Line – это система продуманная. Старайтесь понять, что вы делаете, когда создаете приманку. И тогда рыба реально на каждой рыбалке будет удивляться вашим успехам. Потенциал этой змеи раскрывается только в связке с осистами. С тройником это отличная щучья приманка, великолепная. В таком размере, да, будете ловить мелочь, там до 2-3 килограмм, но часто и уверенно. И сейчас я хочу сказать, посмотрите ролик про ассисты, вот сейчас который выскочил, посмотрите, если не видели, посмотрите, если видели еще раз, укрепите свои знания, вам будет проще сделать блесну именно под ваши условия. Матчасть еще никому не повредила. Хорошей рыбалки и злых поклевок.